Привет, команда, привет. Я люблю мою команду. Очень много. Вас тоже любим. Майкла I promised the Хатчисона. team that I would not talk for 2 hours, that I would only talk for an hour. I know you've been sitting, so I'm going to give you only an hour. Okay? Is that okay? Just 1 hour. Друзья, сегодня очень жаркая погода, поэтому у Майкла презентация на 2 часа, но он обещал команде, что он уложится в час, чтобы вас не мучить, чтобы вы смогли также сегодня отдохнуть. Want to show? Is that okay? 1 hour? 2 hours? Here I'm thinking they want to relax. Okay. All right, let's go to work. Take out your notebooks. Show me your phones. Let's get ready to go to work. Show me your phones. Show me the notes in your phones. And let's go to work. Друзья, достаньте, пожалуйста, свои записные книжки. Я пока буду говорить так, потому что микрофон еще в дороге не готов. Записные книжки, телефоны. Хорошо, достаньте, пожалуйста, записные книжки, ручки, телефоны. Мы сейчас будем делать небольшое упражнение. Also, I want to acknowledge the leaders that put the event together. And I want to acknowledge you for working so hard to be here. It takes a lot of energy. It takes sacrifice. You're away from your families. And so again, I say thank you from the bottom of my heart. От всего сердца я хочу поблагодарить организаторов этого шикарного мероприятия, которые приложили все силы для того, чтобы сегодня вы могли насладиться этим мероприятием, а также всех участников за то, что они проделали такой длинный путь, чтобы приехать сюда, вдали от своих семей, от своих детей, от своих мужей, поэтому вам большая благодарность. You know me, I always ask questions. A leader asks questions. A manager gives orders. A leader asks questions. So I have a couple of questions for you. The first question I have for you is, by the way, I love the business briefings that you did. I love these business briefings. These are fantastic. Short 5-minute presentations about what you should do every day in your business. Every day what you should do in the business. This is fantastic. I loved, where's Dario? Dario said you have to grow, you have to glow, you have to have fun, right? Друзья, Майкл сегодня слушал ваши брифинги. Ему очень понравилось, как по 5-10 минут вы делали короткие презентации, и вы говорили о том, что нужно делать каждый день, чтобы вырасти. Ему понравилась презентация Дарьи. Большое вам спасибо. Да, и сейчас Майкл хотел бы поговорить о лидерах и менеджерах. То есть есть 2 вида управленцев, это лидеры и менеджеры. Менеджеры дают указания, лидеры же задают вопросы. Поэтому он сейчас хотел бы вам задать вопрос. So you know me, if things are going one way, I'm going to go the other way. I'm always thinking different. I say if you want better, you have to think different. And so my question to you is, two-part question, what must you not do as a leader? Your leaders talked about what you must do as a leader, but I would like to ask you, what must you never do? What must you never do as a leader? And I'd like you to write down 3 answers to what you must never do as a leader. Never do as a leader. 3 things. And when you have 3, give me a plus sign, give me a thumbs up that you're ready. В течение этих 2 дней лидеры говорили о том, что нужно делать, чтобы вырасти. Например, Майкл — это человек, который думает по-другому, человек, который привык развиваться и расти. Для того, чтобы вырасти, нужно всегда думать по-другому. И поэтому Майкл сейчас все сделает наоборот. И значит, вопрос его звучит следующим образом. Что лидер не должен делать? Что он не должен делать? И он просит вас сейчас записать в своих книжках минимум 3 вещи, которые лидер не должен делать.
Запишите, как только у вас будет 3, пожалуйста, поднимите руку. Можно, пожалуйста, диджей музыку, легкую музыку, пока наши партнеры проделают упражнения, если есть такая возможность. Relationship with somebody else, what must you never do in a relationship? If you want the relationship to last, what must you never do in the relationship? Same thing as a leader. What must you never do with your team? What must you never do with your sponsors, with your directs, the people that you work with? What must you never do? Okay? Друзья, сейчас мы говорим не только о работе. Это может касаться вашей семьи, ваших отношений, вашего здоровья, что не нужно делать. Поэтому, пожалуйста, запишите эти вещи. И когда Майкл обычно проводит такие упражнения, и он видит, что партнеры в руках держат сотовые телефоны, это ему говорит лишь о том, что они не делают упражнения. Поэтому, друзья, опускаем сотовые телефоны и, пожалуйста, записываем. Записываем 3 вещи, которые лидер не должен делать. Okay, for some of you that have 3, write 2 more, get 5. If you have 3, get 2 more and go 5. Remember, I'm using this word in English, must. A must in English is something that you absolutely, undeniably, unquestionably do not do. It's a must. A must, is it different than a should in English? Do you understand the It's the same. it is must and can, or must and should is the same. Oh. Друзья, да, запишите, хорошенько подумайте. Это те вещи, которые вы не должны ни при каких условиях делать. Тут Майкл привел пример, у нас и must, и should, это 2 слова, которые, в принципе, у нас значит одно и то же, должен, не должен, все очень просто. Поэтому запишите 3, запишите 5, запишите как можно больше пунктов, и сейчас мы будем делиться вы будете делиться своими ответами. Если вы уже написали 3 пункта, добавьте еще 2, запишите как можно больше, потому что эти вещи вам понадобятся в будущем. Это записи, которые вы перенесете в свой телефон и на которые будете смотреть каждый день. Remember, again, if you are in a relationship, you have a boyfriend, you have a girlfriend, you have a wife, you have a husband, it's the same. What must you never do in a relationship? No, we'll get some examples. Well, I'll tell you one. For me, as a leader, you must never lie. You must never lie. If you're in a relationship with somebody else, you break trust when you lie. That's a must. You never lie. You always tell the truth, even if it hurts. Do you understand the example? Друзья, вот Майкл сейчас привел пример, значит, что не должен делать настоящий лидер. Это лидер никогда не должен врать, ни при каких обстоятельствах он не должен врать. Каким бы это ни было сложным, да, всегда нужно говорить правду. Это так один пример, потому что, может быть, если кто-то еще не совсем понимает, да, о чем речь, поэтому запишите, пожалуйста, как можно больше пунктов. Да, 3, 5, как можно больше. Отлично, 5, это хорошо. Поднимите руку, у кого минимум 3. Кто проделал это упражнение? Отлично. The next part is very important. Now what I want you to do is turn to the person next to you. Turn to the person next to you and share what you wrote. Друзья, теперь повернитесь, пожалуйста, к своему соседу и поделитесь. Поделитесь, пожалуйста, расскажите, зачитайте те записи, которые вы сделали.
Так, что у вас? У меня кричать, А у меня ныть, обижаться, ага. перекладывать ответственность, жаловаться, Жаловаться, и перебивать. Понятно. Вот когда как бы подчиненный говорит что-то, а я вас раз, нет, надо сделать вот по-моему. Мне нравится. Надо выслушать, потом найти общее решение. Поделитесь Мне так кажется. Так, классно. Так, перебивать мне нравится. Да, я перепишу, ладно? И вам нужно Перебивать. вам нужно Так, найти жаловаться. Ну, я жаловаться тоже написала, да? общие Так, пункты. кричать, вот. Я что-то даже никогда и не подумала про это кричать. Мне ныть, унывать, жаловаться, много кушать, обманывать, перебивать, кричать. Обманывать, да. Вот. Да, Майкл врать, так ну сказал, да, говорит. врать, ага. Перебивать. Врать, да. Вы понимаете, да? Вот вы мне что-нибудь рассказываете, я говорю, нет, вы не правы, так нельзя делать, будем делать вот так. А он у меня как подчиненный смотрит, а вот я должен выслушать, потом говорю, хорошо, давай подумаем, может что-то другой выход есть. А если кричать, я всегда понимаю так. Я всегда тихо своим ученикам рассказываю. Если я начинаю кричать, вот представьте, я начинаю нас кричать. Вот просто невидимое стекло опускается, и вы про себя говорите. Кричи, кричи, я все равно сделаю по-своему. Вы меня не слышите. А когда я начинаю говорить шепотом, вот так. Что он сказал? Вот чистая вот практика, да, согласны? Вы видите, какой у меня тут? С кем мы тут сидим? Какой оппонент у меня? Некоторые участники не принимают участие Откуда? в этом упражнении. Город Липецк, Россия. Пожалуйста, Город Липецк, повернитесь к понятно. своему А я из Уфы. собеседнику и обязательно поделитесь своими записями. Здесь много. Много. 150 человек нас приехало. Отлично, молодцы. Майкл вам машет и спрашивает, почему вы не делаете упражнения? Почему вы не общаетесь с соседями, со своими собеседниками? Слышала, Наташа? Какой у вас еще раз? Вы жалуетесь, есть? Много кушать. Да. Перебивать. Перебивать, А это да. ныть. Ныть, унывать. Вот ныть, унывать для меня это разные вещи. Ныть, а унывать, можно же молча унывать. Кричать тоже мне очень нравится. Не, в смысле, не кричать, не перебивать, не обманывать. Друзья, слева, уважаемые партнеры, с левой стороны, мы почему-то не видим, что вы общаетесь. Я знаю, что вы записали, но важно, чтобы вы поделились этими записями. Все сделали? Поднимите руку, кто рассказал. Все? Отлично. Спасибо. Now I'd like, thank you, спасибо. I'd like to get some answers from you. What did you share that you shared in common? What did you say that you both said the exact same words? What was most commonly shared? Друзья, я сейчас пущу микрофон, я дам вам микрофон, и я хочу, чтобы вы поделились теми ответами, которые у вас сошлись с собеседником. Хорошо? Кто готов? Кто готов поделиться информацией? Я! Он! У нас совпало много достаточно пунктов. Основной из пунктов — это не врать самому себе, не врать команде, никогда не сдаваться, не опускать руки и всегда идти со своей целью. Это положительно. Это положительно, да. Так, что не должен делать лидер, да? Первое, не должен делать работу за команду, за своих партнеров. То есть дать им возможность сделать самим. Не останавливаться ни в коем случае. Не жаловаться никому. Не обсуждать партнеров, своих, чужих, никого. Не соглашаться в их неуверенность в себе. Можно меня? Я не уверена, не соглашайтесь. Не оценивать, не критиковать. Ну, я добавляю просто к этому. Сюда дайте, пожалуйста. Не ездить на мероприятия одному, ни в коем случае. Обязательно с командой и с лидерами. Не негативить, на тебе должны остановиться все сплетни, не прекращать спонсировать, показывать собственным примером рост.
брать паузу, перестать верить в себя, не верить в команду, прислуживать команде, думать, что времени много, не проводить прямые эфиры, встречи, негативить, жалеть, лениться, прокрастинировать, говорить плохо о спонсоре, о компании, говорить плохо о команде, не делать поспешных выводов, завершать начатое, не врать, не опускать руки, не осуждать. Для начала, в первую очередь, лидер не должен болеть, не должен игнорировать свое здоровье. Не должен сопротивляться. Молодец. У нас совпало. Все как в жизни. Не додумывать, не думать. Не думать за, не делать за, не мешать, не оценивать. И, конечно же, не обманывать. Да, пожалуйста, это же кефир, вы понимаете? Это же не вода. Нет, так она же мне вон все брызгала, мне очень приятно. Нельзя бездействовать, нельзя останавливаться, нельзя опускать руки, нельзя поддерживать негатив, нельзя плыть по течению, пропускать события, не ценить время, жить без плана, не пропускать обучение, не врать, я поддерживаю. Нельзя быть безответственным, нельзя опускать руки, нельзя и не бросать команду, и нельзя жаловаться. Вот. И нельзя плохо говорить о спонсоре. Не повторяйтесь, говорите новое что-то. Лидер не должен думать, что он самый умный. Лидер не должен ставить себя выше других, несмотря от возраста, мы все на равных. И лидер не должен управлять страхом и запугивать. Лидер не должен переставать верить в людей, не должен переставать любить людей, любить свое окружение. Лидер не должен гасить вот эту любовь, которую мы несем в своем сердце и из которой мы даем информацию. Добрый день. Лидер не должен унывать, не должен ругаться, не должен лгать, не должен бросать свою команду и не терять веру в себя. Лидер не должен быть непунктуальным. Нет, лидер должен быть непунктуальным. Меня по голове не били, но походу тоже проблема. Короче, лидер должен быть пунктуальным. Лидер не должен быть без цели. Аделя, идите, садитесь. Лидер не должен надевать корону. Лидер не должен опаздывать, он не должен обсуждать свою и чужую личную жизнь, не должен сомневаться в себе и своем выборе, каким бы он ни был, не должен сплетничать, ныть и капризничать. У лидера никогда не должно быть сомнений в своей команде и в себе. Он должен четко знать, что все получится, никаких сомнений. Лидер не должен самоустраняться, лидер не должен лениться, лидер не должен избегать ответственности, лидер не должен быть эгоистичным, но в то же время не должен брать на себя слишком много ответственности. Лидер не должен врать, то есть при встречах всегда обсуждать у берегов. Лидер не должен самоутверждаться за счет других. Лидер не должен отделяться от команды, не ставить себя выше команды, не быть нянькой, не должен врать ни себе, ни команде. Действие, действие. I would just like to ask, is there anything being said? Не повторяйте. Не перекладывает ответственность на других,
не позволяет обижать своих близких и членов команды. Вот он у меня, можно я скажу, здесь у меня микрофон. Лидер не должен спать, быть бездейственным, лидер не должен предавать, не должен не нести полную ответственность, быть исполнительным и ответственным по своему обещанию, обещал, сделал. Лидер не должен врать себе и команде, лидер не должен не быть примером, поддерживать любую инициативу своей команды. Лидер не должен давать пустых обещаний и гарантий. Anything not been said? Anything not been said? Sandy? Лидер не должен переставать обучаться, развиваться, потому что рост его команды зависит от его роста. Не знать. Лидер не должен знать. Лидер не должен забывать родословную, знать 7 поколений и обязательно уважать иерархию, чтобы был денежный поток по родовой. Глубоко копнула. Одно еще очень вещи. Одно очень важное вещь. Не должен платить за средства за свои команды, но потому что когда лидер платит деньги за новинку. Somebody else? Не должен оплачивать членство другим, я так поняла. Ну это уже Something not been said, not been said. Has everything been said? Мне кажется, что все мы уже повторили. Есть какие-то пункты, которые не были озвучены? Да ладно уже. Все, один. Давайте, вот думаю. Лидер не должен использовать товарный знак без согласования и давать рекламу без согласования компании. Это правило. Это совсем другое. Everything's been said. Everything's been said. Мне кажется, что все пункты вы перечислили, все возможные пункты, что не должен делать лидер. Okay, write this down. I didn't hear this. I was hoping I would hear this. Я надеялся, что я это услышу, но, к сожалению, не услышал, поэтому обязательно прямо сейчас запишите то, что я скажу. Write it down. A leader must never become. A leader must never become. Don't fill it in yet. Just translate the first part. A leader must never become. Лидер ни в коем случае не должен становиться. A manager. Менеджером. Лидер ни в коем случае не должен становиться менеджером. I see it all over the world, whether in Turkey or Russia or Spain or Italy or Ukraine or United States. Я слишком часто это наблюдаю, как лидеры превращаются в менеджеров, неважно, это может быть в России, в Турции, в Испании, в США. Leaders become membership free, and then leaders become marketing directors, and they go, oh, look, I have a pin, now I'm a manager, I get to manage my team. Лидеры становятся безоплатниками, они становятся партнерами, они становятся безоплатниками. Потом они становятся маркетинг-директорами. И когда значок появляется у них, они считают, что теперь у них есть команда, которой они должны управлять. И они концентрируются на своей действующей команде. A leader leads. A leader leads by example. A leader leads by example. They're role models. Look, is anybody else a parent? I'm a parent, I'm a grandparent. But do our children do what we say, or do our children do what we do? What's the difference? Настоящий лидер всегда показывает своим примером, что нужно делать. Вот, допустим, поднимите руку, у кого есть дети, пожалуйста. У Майкла есть дети, и он считает, что
родитель должен делать, не просто говорить, а должен делать, и только на действия реагируют дети. There's only 3 leaders in this room that really have time to be managers. There's really only 3. Olga Ra, Yulia Chistova, and I thought she was here, but I don't. Diana Borshenko, all right, Gulnaz. They're close to being managers, but they still have to be. You're a new board of director, and the biggest challenge that I see all over the world is leaders stopping, thinking that they're leaders, and focusing on managing. Again, 3 of your top leaders, Yulia Chistova, Olga Ra, Sultana, they're the only ones that really should be managing. Natalia Shevela, right. Those are only 3 that really should be managing events, people, logistics, schedules. That's what managers do. What managers organize, they plan. Now, as a leader, as you grow in ranks with INCRUISES, you do have to do both. But the moment that you think that you're a manager and not a leader, this is when the money stops. I promise you, this is when the money stops. Раз, да. Привилегия совмещать лидерство с менеджментом есть только у наших борд-директоров. Это Ольга Ра, Юлия Чистова и Султана Шаймарданова. Но не у всех борд-директоров. Вот, допустим, Диана Борщенко, Гульнас Мусина. У них они почти приближаются к этому моменту, когда они могут совмещать. Еще и плюс Наталья Шевела, да? К сожалению, Майкл очень часто наблюдает, когда лидеры превращаются в менеджеров, и в этот момент они прекращают расти. Раз. We have some leaders on our team that have been with me for the last many years that advanced rank to marketing director, but they stayed at a marketing director for the last 2-3 years. 2 years they stayed at marketing director. And I said to them, why, help me understand, why are you stuck? Why are you still at a marketing director now 2 years later? Please help me understand what happened, what's going on, what can I learn? В компании есть партнеры, с которыми знаком Майкл уже очень давно, и они в какой-то момент достигли ранга маркетинг-директора и прекратили расти. В течение 1-2 лет и ранг, да? Где? Вот так вот? Все, я здесь стою. You stay there, I'll stay here, all right? Да, они прекратили расти, и Майкла, конечно же, интересует этот вопрос, поэтому он им задал вопрос, почему они прекратили расти. Maybe you should come this way. So what's the difference between a leader and a manager? I would like you to write that down. I'd like you to make 2 columns. I'd like you to put on one side of the page, this is what a leader does. And on this side of the page, I'd like you to write down, what does a manager do? What does a leader do? You already answered what a leader must not do. You're real clear as to what a leader must never do. Right? But I want you to write down the differences between a leader and a manager. And then I want you to tell me, where are you spending most of your time? Where are you spending your time, as a leader or as a manager? And this is the best way, that you sit down with your people and you ask them, do you need to translate? Yeah. Okay, good. Друзья, теперь еще одно упражнение. Пожалуйста, переверните страницу. Да,
Перед вами должна быть чистая страница, пожалуйста, разделите ее на две части и с одной стороны напишите действия, которые должен... Draw a line down the middle of the page. Draw a line down the middle of the page. And this is what I expect you to do with your teams when you get home, to ask them, help me to understand what is your definition, Ajahn, of a leader and a manager. What does a leader do? What does a manager do? And then the next question is, where are you spending your time? And if you see that they're spending all their time being a manager, they're not growing, they're not going to advance rank, they're not going to make more money. This is the way that you have to lead your team. You understand? Да, друзья, пожалуйста, с одной стороны напишите действия, которые делает лидер, а с другой действия, которые делает каждый день менеджер. И вы должны для себя, будьте честны с самим собой, для себя определить, сколько времени вы тратите на те или иные действия, и тогда вы поймете для себя, вы лидер, либо вы менеджер. Два столбика, с одной стороны действия лидера, с другой стороны действия менеджера. И прям галочками отметьте, какие действия вы делаете каждый день, и каких галочек будет больше. Это вам скажет о том, кем вы являетесь, либо лидером, либо менеджером. Music? The only thing I would tell you is a quick example of the difference is leading is when your behavior, your activity leads to prospects joining your team. That's the easiest way to think about it. Whatever you're doing to help get in front of prospects, online, offline, that's being a leader. You getting in front of prospects, online and offline, that's leading, that's being an example. Господин Хатчисон приводит пример действий, которые проделывает лидер. Если вы делаете звонок, вы проводите встречу, вы назначаете встречу с потенциальным клиентом, это действия лидера, это действия, которые помогают вам достигать новых высот. Executive directors, you know what I'm wanting you to do with this information, right? I want you to be really clear as to what are the characteristics of leading and leadership, what are the characteristics of managing and being a manager, and be really clear to post this on, at your offices, in your places when you get home, when you get back, and then you have to ask each other, where are you spending your time? And it's the easiest way to know if somebody's stuck, school knows, is to ask them, are you leading, are you managing? It's the best way I know, because you're going to say, how can I help you? The best way you can help your team is where do they focus their time? Leading or managing? Leading or managing? Leading is getting in front of prospects, helping their team to get prospects, learning, growing, going to events. Даже такие малыши у нас сегодня. Будущий борд-директор. Да? Давайте посмотрим на лицо. Будущее лицо. Да. Вот такой зайчик, видите, да? Да, потом еще вспомним и про него. Clearly have big charts as to what a leader does, what a manager does. And I can help you with this, right? Да, Майкл Хатчисон обращается к нашим исполнительным директорам, борд-директорам, но это, конечно же, касается всех лидеров. Сейчас вы определитесь с характеристиками лидера и менеджера. Пожалуйста, не потеряйте эти записи, возможно, чуть позже вам придут какие-то другие идеи. Пожалуйста, перенесите этот список в
в какой-то документ, понятный документ, чтобы потом донести эту информацию до своих команд. Если у вас есть офис, распечатайте это большими буквами. Самое главное, вы должны в первую очередь понять для себя, кто вы, лидер либо менеджер. Это не говорит о том, что лидер не должен заниматься управлением своей командой. Но сейчас вопрос заключается в том, где вы тратите больше времени, в какой колонке вы тратите больше времени. Поэтому вы должны определиться для себя, донести эту информацию до своих команд. Если нужно, распечатать плакат, чтобы люди понимали, в каком направлении им двигаться. With love and respect, the best example I know of being a manager, I know you want to help your teams, I know you want to care for your teams because that's what a good leader does. But the best example I know of being a manager is helping your people to make cruise bookings, to handle support questions. That's the best example of being a manager. When you guys come to me and ask me questions about booking, you know what I say to myself? Oh my gosh. I'm hoping that I'm going to have a strategic conversation to hear about how we grow the business. But I'm hearing questions about how do my people book cruises and how do I support somebody that can't make a payment with love and respect. That's being a manager. You understand the difference? Друзья, Майкл, конечно же, понимает, что вы, как лидеры своих команд, вы должны поддерживать свою команду, но когда вы начинаете заниматься вопросами поддержки, службы поддержки, помогаете людям бронировать, вы тратите на это очень много времени. Например, к господину Хатчисону обращается большое количество партнеров с вопросами службы поддержки. То есть люди просто игнорируют службу поддержки, игнорируют своих лидеров, обращаются напрямую к Майклу. И если сейчас Майкл будет заниматься этими вопросами, а не стратегическими вещами, которыми должен заниматься генеральный директор, то компания просто прекратит развиваться. And then you know what you're going to say to me? But Michael, пожалуйста. Michael, пожалуйста. Пожалуйста. If I can't get my people on a cruise, if I can't show my people that they're on a cruise, my cruise will not business, and I say, really? Is that true? Is that really true? Да, обращаются к Майклу, я свидетель, обращаются к нему лидеры, партнеры. Майкл, пожалуйста, помоги нам. Майкл, вы знаете, все добряк, он, конечно же, помогает, но этими вопросами, запросами вы просто парализуете его основную работу. And you know what I say? I have a question for you. Out of love and respect, I ask you this question. I have a question. How many cruise vacations in the last 5 years? How many cruise vacations in the last 5 years has Diana Borshenko? How many cruise vacations has Natalia Shevela gone on together? Combined, if you add up all of Natalia Shevela is a millionaire with INCRUISES. Diana Borshenko, when you add the number of cruises that they've been on together over the last 5 years, how many cruises have they been on? What would you guess? Друзья, вопрос к аудитории. Как вы думаете, в каких круизах были вместе Диана Борщенко и Наталья Шевела, наши топ-лидеры, борд-директор? Наталья Шевела миллионер, а Диана Борщенко без 5 минут миллионер. Да? В скольких круизах в течение последних 5 лет они побывали? Поднимите, пожалуйста, сколько? 3. How many? 10, 15, 20, 25, 3. 3 cruises. You have to know Natalia Shevela's story. Natalia Shevela didn't have enough money. Natalia Shevela was embarrassed. I love Natalia Shevela's story. She was embarrassed about her situation. She wouldn't come up and introduce herself to me in the beginning, right? What was it about?
Taishella's story. She didn't have enough money to be able to show up. She was in debt. She was in more debt than you can imagine, right? And so her focus was what? Growing her business, getting herself out of debt. And Taishella is focused on leading, growing, developing. She hasn't focused on getting on a cruise vacation. Right? That's the big difference. Да, Наталья Шевелла, вы знаете историю, многие из вас знают историю Натальи Шевеллы, что когда она пришла в инкрузес, у нее были большие долги, у нее не было денег. На первые встречи у нее хватало денег только на такси и на прическу. И на тот момент она решила, что она будет двигаться вперед, она решила для себя, что она лидер, и у нее было много проблем в жизни, которые позволили ей двигаться вперед. Okay, go back to your list. Write down what are the activities of a manager. I gave you a couple of examples. What are the activities of a manager? Write down at least 3 ideas of what a manager does. A manager schedules, a manager manages, a manager organizes, a manager gets ready to get ready. A manager is busy doing what? Busy doing what, I say? What are you doing as a manager? Менеджер, я надеюсь, что вы записали в одной из колонок, чем занимается менеджер. Менеджер управляет, менеджер организует, менеджер постоянно к чему-то готовится, менеджер постоянно занят в каком-то круговороте дел. So again, look down, write at least 3 ideas that a manager does. What does a manager do? I gave you a couple of ideas. Это 3 примера, которые назвал Майкл, но вы должны для себя понять, для себя записать те действия, которые делает каждый день менеджер. And then just give me a plus sign that you've got 3 activities of a manager. What does a good manager do? Project manager. We have event managers that manage this event. They manage the logistics. They manage the scheduling. They know when I show up, they know when I leave. That's good management. You have to do both when you get to your level, when you get to Olga's level, when you get to Diana's level. You have to do both, right? Да, пожалуйста, поднимите руку, когда вы закончите. Значит, например, Майкл приводит пример организации этого мероприятия, над которым работают отличные менеджеры, ребята, которые, значит, организовали это проектные, даже, скажем так, проектные менеджеры, но в какой-то момент вы должны для себя понять, вы являетесь лидером, либо менеджером, вы можете совмещать, но эта привилегия есть не у всех. So I have to do both. I have to do both. I lead and I manage. Being out here with you is leading. I want to lead by example. I want to get to know you. I want to look you in the eyes. I want to ask you the hard questions. That's what a leader does. I'm also managing while I'm away from the office. I'm trying to hire a chief marketing officer. We're hiring more support people. I have meetings next week with cruise line executives. That's all part of managing. So I have to manage and I have to lead. Do you understand? Я, например, занимаюсь и тем, и другим. Я являюсь и лидером, и управленцем. Я здесь для того, чтобы задавать вам вопросы и выслушивать ваши ответы. Я здесь для того, чтобы мотивировать вас. Когда я вернусь домой, в свой офис, когда я поеду вот уже завтра в Барселону, я буду встречаться с топ-менеджментом круизных компаний, я буду принимать на работу новых сотрудников, я буду принимать на работу новых членов нашей исполнительной команды. Это задачи менеджера. So I manage people. Bruce Murdoch, the head of legal, he reports to me. The head of support reports to me. I need help with marketing. I'm trying to hire a chief marketing officer. I see the schedule that Kaz has with all our Russian-speaking teams. As a leader, I reach out to Mila. I said, Mila, please consider coming back to our team so that Mila can be a leader and a manager to help us to manage the business. Mila now looks after the Ukrainian team and Eastern European languages. She's responsible for Turkey. But by the way, please give lots of love and support to Mila. You guys know Mila, right?
Да, например, Брюс Мёрдок и Стив Скейджел, они отвечают мне, да, я являюсь их непосредственным руководителем. Пример Казбека, да, он также является и лидером, и менеджером, и благодаря вам у него очень много работы, которую вы ему даете, да, каждый день. Майкл, как управленец, он принял решение снова принять на работу Милу тут здесь, да, чтобы она помогла мне для решения проблем, да, которые у нас есть в настоящий момент. Поэтому Мила отвечает за регион Восточной Европы, я отвечаю за регион СНГ. Вот таким образом мы поделили все наше пространство, и теперь мы будем работать вместе, чтобы поддерживать вот эти самые эффективные отношения между компанией и вами. И Турция. Турция – это регион Милы. Монголия – это мой регион. Вот так мы странно поделились. One of the best decisions I feel like we made as a team, I look around these leaders, is they would say, Michael, come back and do an event with us, come do an event with us. And I said, the only way that I will do an event with you is if you have to hire what? You must hire what? An event manager. You cannot do your job as an international director and manage an event. You just can't do it. And I just said, I will come back as long as you become a leader and you hire somebody to be an event manager. And now the Russian-speaking events that we put on are world-class. Absolutely world-class. Right? Has this been a world-class event? Has this been a world-class event? Когда вы приглашаете Майкла на свои региональные мероприятия, он всегда интересуется, кто будет организатором этих мероприятий. Это будут партнеры, либо это будут специально нанятые люди. И Майкл предпочитает, чтобы этим занимались профессионалы своего дела, чтобы наши лидеры, национальные, интернациональные, исполнительные, борд-директора не отвлекались от своей работы и занимались лидерством. И мы так и делаем, у нас над мероприятиями работают профессиональные команды, и мы своим примером показываем, как нужно проводить мероприятия. Майкл всегда ставит нас в пример другим командам, итальянцам, испанцам, японцам, всем. Он рассказывает всему миру о том, как наша русскоговорящая команда организует мероприятия. So I promise you, the hardest transition that you'll make in going from membership free to marketing director senior to regional to national is wanting to help your team and to get them on cruises and to become support for them. That's the hardest thing, because I know what's in your heart. I know how good you are in your heart. You have to know that I have that same goodness, I have that love in my heart for everybody. I have to love everybody on our team. I love everybody on our team. And I only spend time with those that deserve my time. I hope you heard me say that again. I love everybody on our team. I have to show my love to everybody. And I spend the most time with those leaders that deserve my time. And that's the hardest thing that you're going to find in going from being a manager to a leader. A manager wants to solve all the problems. Bring me your support problems, and we'll figure them out together. And I'll call Michael, or I'll call Kazbek. And if Kazbek doesn't answer, then I'll get a hold of support, and then I'll send an email to Michael or Frank. You're not helping your team. You're not helping yourself. It's the hardest transition that you made. Let me translate. Sorry. Да, друзья, Майкл говорит о том, что он знает, что вы сердечные, добрые люди, и вы хотите помочь своей команде, и сегодня это прозвучало, что лидер должен помогать своей команде, но очень важно делать это правильно. Например, Майкл такой же, вы знаете, какой добряк наш Майкл, но он старается проводить время, он любит всех наших партнеров, но он проводит
время ему позволяет проводить время только с теми людьми, которые заслужили этого. So this is the way you have to answer. You have to answer the way that I answer, right? You have to say, Diana, I love you. I love you, right? I love you. And you're asking me to be support. I've hired 80 people in our team to work in support. You don't want me to be support. You want to respond and work directly with support. I love you. You're right. You know this. Yeah. Okay. The best way for you to be taken care of is for you to work with support. I can't add value to you. I can't add any more value as an executive director, board of director, than support can. Even if you come to me as Michael, I'm going to go back and I'm going to support that support leader. Because I'm one person. We support almost 1 million people. Again, I said it the first day, if I spend all my time in support and I don't spend my time thinking about what the vision needs to be, negotiating with the cruise lines, solving bigger problems, we won't have the life that we want. You understand? Right? Да, переход от менеджера к лидеру проходит очень болезненно для многих, потому что вы хотите помочь, Майкл хочет помочь. К Майклу многие обращаются, и поэтому он не может просто не ответить на ваше письмо. Да? Он начинает писать в службу поддержки, он начинает обращаться к территориальным директорам и так далее. Но вы как лидер, вы должны понимать, что если Майкл вот так начнет решать вопросы службы поддержки, при всем при том, что у него в службе поддержки работают около 80 человек, которые 24/7 решают вопросы лидеров, но тем не менее лидеры продолжают писать Майклу, и если он полностью посвятит себя этим вопросам, то он просто прекратит заниматься развитием компании. Well, again, as leaders, if you tell your leaders, to write me, that's okay. I like to hear from you. And you have to know the first thing that I do is I send your letters, I send your email to support, and I ask them, was a support ticket created? Was a support ticket created? The only way that I can lead is to manage. Did you hear what I said? The only way that I can lead the business is to manage. And so we manage the company through software. We use a ticketing system to establish priority, to establish how long did it take us to answer the question. So if you write to me, that's okay, but you're not helping yourself. Because all I do is I forward the email to support and say, was a ticket established? Yes or no? Друзья, Майкл в роли генерального директора, он должен заниматься и лидерством, и управлением. Когда партнеры игнорируют тот факт, что у нас есть служба поддержки, что у нас есть VIP-поддержка и направляют запросы к Майклу, они не понимают, что Майкл на 100% доверяет службе поддержки, он на 100% доверяет их квалификации, компетенции. И когда вы отправляете ему тикет, да какой-то вопрос, он его обратно возвращает в службу поддержки. Поэтому давайте мы не будем беспокоить Майкла вопросами службы поддержки. Вы знаете, что у нас есть служба поддержки, у нас есть лидеры. Во-первых, конечно же, партнер должен постараться и решить этот вопрос самостоятельно. У нас есть документы, где есть ответы на многие вопросы. И очень много вопросов возникают от того, что человек просто не читает документы. Он просто не вчитался когда-то в наши правила, в наши инструкции и так далее. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь службой поддержки. Майкл уже сказал, что прямо сейчас принимают на работу новых сотрудников в службу поддержки. Поэтому давайте лучше загружать их, давайте загружать Милу и меня вопросами службы поддержки, но не Майкла. So again, your team's going to come to you and they're going to ask you to help them with support and getting started, and just say, look, I want you to know that the way the business is organized is that I'll help you to grow your business. I'll help you to grow your business. I'll help you to lead your business. And the company has 80 employees that work in support and operations. If you have a commission question, if you have a booking question, you have a support question, please use support. I'm here to help you to have a better life.
I'm here to help you with what I can help you with. Their best, position is to go to operations, to go to support. Когда к вам обращается партнер из вашей команды, либо член из вашей команды, вы, во-первых, должны выслушать, вы можете его проконсультировать, вы можете его поддержать, но вы должны дать возможность вашему партнеру решить эту проблему самостоятельно, потому что если он, то он будет к вам постоянно обращаться и отвлекать ваше время. Okay, so again, you have to, as a leader, you have to ask the hard questions. You have to ask the hard questions, right, Igor? You have to ask, let me ask you with respect, why are you stuck? You've been with me for, you've been with me for 3 years. You're a national director. Why are you not an international director? What's holding you back? Например, лидер задает непростые вопросы. Лидер может задать вопрос своему национальному директору и спросить у него, почему ты уже в течение года продолжаешь быть на этом уровне, почему ты все еще не интернациональный директор. Настоящий лидер задает вопросы, а не дает указания. Now, am I asking this question to be ugly? Am I asking this question to be mean? Am I asking this question to embarrass my partner? No. I'm asking this question with the love and intensity that's in my heart so that I can understand. Yulia, you and I know the only problem that we can't solve is the problem that we don't know. We have to know the problems, right? We have to know what's going on. Юлия, например, знает, что единственные проблемы, которые мы не можем решить, это те, которых мы не знаем. Поэтому очень важно общаться, задавать вопросы и получать ответы от своих партнеров. So again, leader, manager, I'm trying to hear what's going on. I know we've got issues with bloggers in the Russian-speaking community. So what did I do? I hired an agency. I've just hired a new agency called Direct Selling Defenders. Direct Selling Defenders. Their only job is to look after social media and what's going on with social media within the Russian-speaking community. We have a digital marketing manager whose only focus is to work on social media within the Russian-speaking community. And so this is me being a manager. I'm managing. I'm leading because I'm listening and hearing what's going on. I'm managing because I'm hiring more attorneys. I filed complaints against the Russian government because of our website being blocked. I'm very optimistic that our website will be opened up very soon. I'll explain why. Hold on a second. Yep. Sorry. Да, опять же, Майкл выступает в роли лидера и менеджера. В роли лидера он сейчас вам задает вопросы. Он пытается понять, что происходит на нашем рынке, да, на русскоговорящем. И понимая, что на просторах интернета есть какие-то блогеры, да, которые не совсем хорошо отзываются о компании, есть какие-то статьи. Майкл тут теперь уже в роли менеджера, он принял решение нанять компанию, воспользоваться услугами компании, которая будет заниматься управлением репутацией инкрузес исключительно на нашем пространстве. То есть специально на наш рынок выделен отдельный SMM-менеджер уже от инкрузес, который занимается этим вопросом. So again, what does a leader do? A leader organizes dinners with their team. And so one of the first dinners that I had when I came here to Turkey. You want to go back to the website? Because I didn't do it. Okay, so the website. So the question is, what's going on with the website? The lawyers that we have hired in Russia tell us that any websites that have traffic of 500,000 plus views, over 500,000 plus views, are going to have to probably register to do business, to become official in Russia. For example, Booking.com is not required to be registered in Russia. Our company, Cruises, is not required to be registered in Russia. Good news, bad news. Bad news is
we don't have 500,000 views. If we had 500,000 views, we would have at least 100 board of directors. This is my guess. Да, теперь по поводу блокировки сайта INCRUISES на территории Российской Федерации. Компания наняла одну из лучших юридических фирм, которые в Москве, которые занимаются этим вопросом, и они уже сейчас выясняют причины блокировки. Но мы сейчас уже, компания нас проконсультировала, и они считают, что для того, чтобы зарегистрировать компанию на территории Российской Федерации, нужно иметь 500 тысяч просмотров в день. То есть это как бы хорошая, плохая новость. У нас все еще нет 500 тысяч просмотров на нашем сайте, поэтому нам не нужно регистрировать компанию в Российской Федерации. Мы еще пока не подошли к этому показателю. Например, компания Booking.com, они также работают на рынке уже много лет, но при этом они не зарегистрированы на территории РФ. So we're optimistic that the website will be corrected very soon. We've worked with Amazon Web Services. We've worked with Heroku. Anybody that we work with has all told us we've done nothing wrong. We've done nothing, absolutely nothing wrong. То есть мы сотрудничаем с юридической фирмой в Москве, мы также сотрудничаем с другими фирмами, которые обслуживают наш сайт, и никто из наших контрагентов не считает, что мы нарушили какой-то закон, поэтому мы сейчас пытаемся выяснить, в чем причина. Почему мы говорим про блокировку сайта и регистрации компании одновременно? Потому что многие считают, что мне задают, например, часто вопрос, что эти вещи как-то связаны. Они абсолютно не связаны. Регистрация в России, для регистрации компании в России нет необходимости, а с вопросом блокировки мы занимаемся и надеемся, что уже в ближайшее время сайт будет разблокирован. As you know, you dealt with it firsthand. We had a similar situation in Kazakhstan, and fortunately everything worked out okay. But it was stressful. It created anxiety, for our teams. And last month into September, it was just month end. Maybe 5 days ago, the business was still strong. We did not see a downturn in business. We saw an uptick in business. Leaders continued to advance rank. We had some issues with payments, but those payments were resolved. So the .co site is working. We had a little issue, but it's still working well. And again, the trend was all very positive at the end of September. But I want what you want. I want to have it resolved, and I'm working with our attorneys to hopefully resolve it as quickly as possible. Да, мы работаем с адвокатами в России для решения этого вопроса, но блокировка сайта никаким образом не сказалась на товарообороте. В прошлом месяце у нас была положительная динамика, у нас появились новые директора, которые находятся среди вас. Поэтому, да, у нас все хорошо. У нас была аналогичная ситуация в прошлом году в Казахстане, когда сайт также был заблокирован государственными органами, но и мы этот вопрос совместно с компанией, территориальным директором, партнерами, мы совместно этот вопрос решили, и поэтому мы будем делать то же самое и в Российской Федерации. And so again, I hope you heard what I said. We're proactive, because some of you are asking us, Michael, will we register? Will you register for us to, be registered in Russia in business? And so we hired attorneys to do the research to find out what laws are being passed, what's going on, what are the conversations. And the feedback that we received is, again, you have to have 500,000 views. 500,000 views. Booking.com, similar to INCRUISES.com, is not required to be registered in Russia. We do not believe, as we speak now, we do not believe that we will have to be registered in Russia. If that changes, we will change. We'll do what's right. Да, прямо сейчас
нет такого требования, чтобы нам нужно было регистрировать свою компанию в федерации, например, как мы уже говорили о компании booking.com. Но да, есть законопроекты, которые в работе, где для регистрации необходимо иметь 500 тысяч просмотров на странице. То есть мы к этому показателю еще не подошли, но это не имеет значения, если законодательно будет требование для нас регистрироваться в Российской Федерации, мы, конечно же, это сделаем, потому что мы законопослушная компания. So while we're talking about that, some of the leaders asked me, Michael, is there any other legal situations in the company, that's going on? We're working through opening up Italy. We have one or two steps that we have to accomplish. One of those is securing the banking relationship. At least one of the places in the world that you have to be registered to do business. Korea is another place in the world you have to be registered to do business in Korea. Colombia in South America is a place in the world that you have to be registered. Wherever, two things, wherever it's required and it makes good business sense, then we'll do it. If it's required but it doesn't make good business sense, we probably won't do it. Do you know what I'm saying? Listen, it's taken me 6 years working with our leaders to have an event in Italy. Typically, when I do an event for the first time, I say there has to be at least 500 people. It's taken us 6 years. We never gave up. It didn't make sense to open the business 3 years ago. We didn't have the leadership that we have now. Sorry. Есть ряд стран, где регистрация компании – это обязательное требование государственных органов, например, в Италии, в Колумбии и в Южной Корее. Компания на постоянной основе работает над этими вопросами, то есть компания работает таким образом, мы нанимаем юридические фирмы в этих странах, и они на постоянной основе нас консультируют. Например, как вы знаете, буквально на днях Майкл, даже не Майкл, это сделал не Майкл, кстати, это очень важный момент, лидеры в Италии разрезали красную ленту и открыли там официальное представительство, то есть там еще есть некоторые доработки, еще нужно заключить еще несколько контрактов, но офис в Италии обязательно будет. Этот процесс уже на 99,9999% готов. Вот, поэтому я когда у Майкла спрашивал, ты разрезал ленту, он говорит, я этого не делал. Я стоял в сторонке, потому что это заслуга наших партнеров, и я считаю, что они должны это сделать. 6 лет Майкл и компания шли к этому, и наконец мы пришли. Поэтому еще раз, если будет требование по регистрации представительства в Российской Федерации, то компания это обязательно сделает, потому что есть два требования у компании. Это обязательное требование законодательно открыть представительство, и если это потенциальный рынок, если эти два фактора сойдутся воедино, то компания обязательно откроет там офис. We're going on a global summit cruise in Dubai. I've asked Bruce Murdoch, our general counsel, to talk to the UAE Direct Selling Association, to see what are the requirements. Do we have to be registered in UAE to do business there? It didn't make sense for us to do it before. We have several partners that have residences in Dubai. Paul Yu has a home in Dubai. Paul Yu, board of director from Korea, from Japan, but it didn't make sense. But now that we're going to do a global summit cruise in Dubai, more leaders are going there for business purposes. Now I'm looking into it. Do you see? If there's a legal requirement, then there's also a business necessity. I have to look at both. That's being a leader, it's also being a good manager. Регистрация также требуется в Объединенных Арабских Эмиратах. В Эмиратах у нас не так много партнеров, но там проживают наши топ-лидеры, например, наш лидер Пол Ю.
И, как вы знаете, у нас состоится уже в ближайшие 3 месяца, 7 января у нас состоится круиз глобального саммита. Кстати, поднимите руку, кто едет в этот круиз. Отлично. Да, у нас с 7 по 14 января состоится круиз, и после круиза Майкл и Франк и вся исполнительная команда задумаются над тем, чтобы организовать какое-то мероприятие, но для того, чтобы это сделать, соответственно, мы должны соответствовать всем требованиям. Поэтому наш главный юрисконсульт занимается этим вопросом, и он консультируется с ассоциацией сетевых компаний в Арабских Эмиратах, как это сделать. Okay, so this is our event from Italy. This is fantastic. This is the video that they showed at the event on Sunday. You know, we were there where they had about 600-700 people at the event. Can you see it? Can you see it? Am I in your way? So there you can see all the leaders on stage. Посмотрите, это видео открытия официального представительства в Италии. Это короткое видео, которое Майкл снял на свой телефон, стоя в сторонке. Территориальный директор в Италии Антонелло в синем платье. Открытие офиса в Италии. Да, друзья, это было видео открытия. Посмотрите, на этом мероприятии было около 600 человек. Это было первое мероприятие в Италии, и в этот день состоялось открытие официального представительства. So this week, Anthony Vivaro, if you don't know his name, you need to know his name. Anthony Vivaro is our head of finance. Anthony Vivaro is responsible for you getting paid. When you say your prayers at night, when you go to bed at night, you should say a prayer for Anthony Vivaro. Don't pray for me, pray for Anthony Vivaro. And Anthony's our head financial officer. He's in Italy this whole week. He's talking to the banks. He's talking to the lawyers. He's talking to the accountants. We hired a territory director for Italy. We do what's required. We don't take shortcuts. You have to know that about me. I won't take a shortcut. I will not take a shortcut to do business in a country. I'll do what's right. That's important that you know that. Да, друзья, Майкл задал вам вопрос, знаете ли вы, кто такой Антонио Варвара? Поднимите руку, кто знает это имя. Немногие, я вижу, что знают, но это именно тот человек, который перечисляет вам ваши бонусы. Это наш финансовый директор компании INCRUISES. Обязательно зайдите на страничку INCRUISES, на главную страничку INCRUISES, где вся исполнительная команда, все борд-директора,
территориальные директора, там есть, среди них есть и Антонио Варвара, и Майкл говорит о том, что когда вы вечером, особенно в конце месяца, молитесь, да, чтобы у вас был товарооборот, молитесь за здоровье Антонио Варвара. Это человек, который прямо сейчас находится в Италии, он решает последние завершающие вопросы по открытию представительства. Мы специально отдельно для Италии наняли на работу территориального директора Антонелло, поэтому практически все приготовления закончены. Майкл в ближайшее время отправится уже в Барселону, и там они будут обговаривать, проводить встречу с Франком и с остальными членами исполнительной команды и делать последние подготовки. Да, и очень важный момент, что компания, как говорится, никогда не будет срезать углы. Компания не ищет лазейки, компания всегда делает так, как требует законодательство, так, как правильно. You must understand what happens when we are registered within a country. When we're registered now in Italy, our systems, our payment systems are tied into the Italian government. The Italian government knows exactly how much money you were paid. We have to withhold taxes. We have to pay VAT. So I say to you, be careful what you wish for, right? Be careful what you wish for. We're using the hyper wallet technology for invoicing, payments tied into the Italian government, so they know exactly what's going on. There's a reporting. There's computer systems that are networked into each other. You must understand this, right? It's like starting the business all over again and customizing it just for Italy. Compensation plan, payment. They don't get paid in US dollars. They get paid in euros. It's totally different. So as long as you understand this, okay, that's important. Друзья, открытие офиса, вернее, официального представительства – это непростой процесс. Это непростая процедура, это компания над этим работала несколько месяцев. Например, в Италии, что сейчас происходит в Италии? Когда в Италии регистрируется партнер на сайте INCRUISES, то автоматически, то есть мы компания INCRUISES состыковала свой сайт и личный кабинет с государственными органами Италии, наверное, это налоговые органы. То есть когда когда итальянец, гражданин Италии регистрируется в качестве партнерами, то сигнал автоматически поступает в налоговые органы, и все партнеры без исключения платят налоги, то есть мы эти налоги вычитываем и оплачиваем. То есть все, абсолютно 100% всех партнеров оплачивают налоги. То есть это очень сложный процесс, и в этом процессе нам помогли технологии, которые мы заранее разработали в процессе подготовки к открытию новой компании Ocean Wallet. Вы знаете, что мы разработали свою платежную систему Ocean Wallet, которую мы готовим к запуску. Это новая компания абсолютно, поэтому это сейчас она не является приоритетом, потому что у компании много других проектов, но этот проект готов, и технологии из этого проекта мы использовали для того, чтобы вот как раз состыковать нашу компанию с налоговыми органами Италии. I've been talking for an hour. I promised you I'd go for an hour. I've been talking with an hour. Do you want to go a little bit longer, or should we stop? Наша презентация уже длится около часа. Я вам обещал, что мы проведем вместе час. Как вы думаете, продолжить либо остановиться? Мы видим, что на последних рядах наши партнеры уже зажарились. It's hot for the people up top. Hey, a couple things. Yesterday I promised a couple things, and then we'll wrap it up. I promise I'd tell you my biggest priority, my biggest focus to the end of the year is Membership 2.0. My biggest priority, my biggest focus is your future, is Membership 2.0. That's my biggest priority. Самый главный приоритет Майкла
Франка и всей компании – это членство версия 2.0. Да, разочаровали, конечно, Майкла ваши аплодисменты. Давайте поаплодируем. Давайте порадуемся вместе с Майклом. All I can tell you is a couple of things. When we started the company 6 years ago, Olga, Natalia, Yulia, Mila, you guys remember this? We started with dream cruises. How many dream cruises did we have? How many dream cruises? 6 лет назад, когда мы начинали компанию, у нас были круизы мечты. Сколько круизов у нас было? 30, 32. 30, 38, 32. 32, 33. Yeah. 25 dream cruises. We had about 20, 25 dream cruises. 25. 5, 6 years ago, right? Это было 5-6 лет назад. Да. And every day, Deanna, Olga Ivanova would call me up. Michael, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И каждый день Ольга Иванова, Диана Большенко звонили Майклу и говорили: пожалуйста, пожалуйста, больше, больше. But this is my love and appreciation for who you are. I tell you with all sincerity, without your passionate feedback, without the passionate feedback, we wouldn't make change. And just know that I listen. Sometimes I get frustrated with you, but I love you. I get frustrated, but I love you. You know this, right? Но я вас именно за это люблю. Я люблю получать от вас конструктивную обратную связь. But without your feedback, I wouldn't know. But just know that the big vision is we became a $100 million business in our 4th year. The only way we'll go from a $100 million business to a $1 billion business, the only way that we'll go from 13 board of directors to over 100 board of directors is we have to do something different. Not that we do cruises better, we have to do something different. We have to do something different. Мы начинали всего лишь, кто-то сказал 25, кто-то 30, да, с примерно 30 круизов. За эти 6 лет мы проделали большой путь. Мы стали компанией с капитализацией в $100 миллионов, но у нас есть цели, у нас есть планы, и мы планируем стать компанией с стоимостью в $1 миллиард. У нас в компании будет 100 борд-директоров. Но для того, чтобы достичь этих целей, мы должны думать по-другому. We have to add more value. We have to solve more problems. I always knew that to be a millionaire, you had to help 1 million people. You want to be a millionaire, you have to help 1 million people. You have to solve a problem. We have to do something different. But this is why I need your help. I asked you to complete the survey, and I must tell you with love and respect, I'm disappointed. I'm disappointed the number of people that raised their hands and didn't do the survey. Right? Divine, come on. Мне нужна ваша конструктивная обратная связь. Мы все вместе должны думать по-другому, и для того, чтобы принять правильное решение, компания отправила всем партнерам опросник, и, к сожалению, не все заполнили этот опросник. Без этого, без вашей конструктивной обратной связи, без ваших ответов компания не сможет принять правильное решение. So I want you to do what I'm going to do. You don't complete the survey, you don't get paid. You don't get commissions. You know this, right? If you don't complete the survey, you don't get paid. Я надеюсь, вы знаете, не знаю, донесли до вас эту информацию или нет. Если вы не заполните этот опросник, то бонусы выплачены не будут. If someone on your team does not do the survey, you tell them you lose the right to complain. If you don't do the survey, you lose your right to complain. Обязательно скажите члену своей команды, партнеру, что если он или она не заполнит опросник и не отправит его в компанию, то они навсегда теряют право когда-либо жаловаться о чем-либо.
Okay, membership 2.0, I'm trying to do a few things. I'm trying to make it simple. I'm trying to simplify it. I'm trying to simplify it. That's number one. Make it simple. Теперь по поводу изменений в членское соглашение. Мы его просто называем членство версия 2.0. Моя основная задача это упростить нашу модель. Number two, I'm trying to take away the pain. I'm trying to eliminate the friction. The biggest friction for the CIS, Russian-speaking countries, is escalating invoices, people that get behind. That's number one. And number two, people that get behind and can't pay for 12 months and they forfeit their account. И второе, то, что я хочу сделать, это избавить членов клуба от боли, которую они испытывают, когда у них начинают накапливаться долги, когда у них нет возможности оплатить членство и у них начинают накапливаться долги. Мы хотим от этого в членстве версии 2.0, мы хотим их от этого избавить. Сейчас расшифрует. Number three, I know that to add more value, we have to offer more options. More options to use your travel reward points. И третье, для того, чтобы мы хотим, чтобы у людей было больше возможностей, чтобы наш продукт стал более ценным, и чтобы у наших членов клуба было больше возможностей использовать свои круизные баллы. So it's going to be exciting, and again, my commitment to you is to make every effort to get this information, to the board of directors, maybe by November timeframe. November timeframe is what I'm working on. December timeframe, get it out to everybody else. January, launch it, and then implement it probably, March, April of next year, right? So it's some time. But again, I want you to think about what we're launching is like launching a whole new business again. You have to know it's of that magnitude. It's that exciting for us. It's of that level of value that we're offering to the marketplace. And so think about everything that you have now, and then think about adding even more products into the mix. And it just takes a lot of work and a lot of communication, and why, again, I'm trying to hire a marketing officer, and I've got meetings when I leave here. I've got meetings back-to-back in Barcelona with cruise line executives that have come to our event, that have come over to our event. I have other meetings scheduled, and it's just a super busy time, a very exciting time. Да, и для того, чтобы организовать этот процесс, для того, чтобы внести эти изменения в членское соглашение и вообще в нашу бизнес-модель, нужно проделать большой объем работы. То есть по объему работы это как открытие абсолютно новой компании. То есть это не просто какие-то фразы в нашем документе. Мы практически открываем новую компанию. С этим связано очень много процессов. Для этого мы нанимаем новых людей, для этого мы новых членов службы поддержки, новых членов исполнительной команды. Для этого Майкл летит в Барселону, чтобы встречаться с круизными компаниями и другими контрагентами. И Майкл он вам обещает, что в ноябре месяце наши борд-директора узнают об этих изменениях. В декабре месяце мы объявим это всем партнерам. В январе месяце мы это уже начнем процесс запуска. I wish I could tell you about it. I wish I could tell you more. You have to know I'm like a kid at Christmas. I was that child that at Christmas time that I wanted to open up the presents. And I'm that father that I want to tell you what we're planning, but you have to wait. You have to wait. Sorry. Друзья, Майкл сейчас чувствует себя как ребенок, который в преддверии Нового года
смотрит на новогоднюю елку, под которой лежит большое количество подарков. Он хочет их открыть, ему не терпится, но родители... Вот Майкл сейчас как бы выступает, да, в роли этого родителя, который не может вам, к сожалению, дать открыть эти подарки, но он очень рад, что он в скором времени уже сможет об этом объявить. Это на самом деле бомбические новости. Ему очень хочется вам рассказать, но давайте еще немного потерпим. Now, in Italy, they said, Michael, how about if we have a glass of wine? We'll just sit down and have a nice glass of wine, and maybe you'll tell us a little bit more about membership 2.0. Друзья, в Италии наши итальянские коллеги пытались выудить эту информацию. Они говорят, Майкл, давай выпьем винца, приглашали его в гости, чтобы выпьем винца, и ты нам расскажешь о последних новостях компании. Мы водки нальем! Друзья, пожалуйста, мне тоже не задавайте вопросы, я, к сожалению, вам тоже не могу об этом сказать. Okay. But this I'll leave you with is remember what I told you, that if you want to upgrade your life, you have to upgrade your story. If you want to upgrade your life, you have to tell a different story. You have to upgrade your story. And so what we're working on with you is we're going to upgrade our story. We're going to upgrade our story for the next 5, 10, 15 years. And board of directors will know what the new story is. Those that go on the January cruise in Dubai, you'll be the next to know, and then we'll start to roll it out. And that's the way that we've planned, this next upgrade. Для того, чтобы становиться лучше, мы должны думать по-другому. Для этого мы должны изменить свою историю. И вот уже в январе месяце, когда мы отправимся вместе с нашими победителями в круиз глобального саммита, мы начнем этот процесс. Yeah, so you just have to know that every day when I get up, I'm thinking about how do I make what you do simpler. I'm trying to simplify what you do. I'm trying to think about what you do to make it more attractive. What I'm trying to do is to think about how to bring more volume to you right away, how to receive more volume and team leadership bonuses right away. These are things that I'm thinking about every day. Мы пытаемся упростить эту модель, чтобы у вас, как у партнеров, было больше бонусов, больше товарооборота. And I want to take away the drama. I want to take away the pain. We share pain together. Jean and I sharing pain together of people that have enrolled and that, unfortunately, because of the pandemic, faced tragedy and couldn't resolve their payments, and some of those accounts were forfeited. And it's embarrassing to look at those people in the eyes and to know that happened. But I think what I share with you in Membership 2.0 will make you very grateful, will make you very proud to be a part of INCRUISES with what we will announce. К сожалению, это были непростые времена, когда некоторые члены клуба потеряли свои аккаунты, потеряли свои накопления, и это всем неприятно. Это неприятно как партнерам, так и Майклу и всей исполнительной команде. И я думаю, что изменения, которые мы готовим в нашу программу, в нашу бизнес-модель, они поправят эту ситуацию. So the last thing that I ask you to do is go back to your columns. Last thing that I ask you to do is go back to your column. And I want you to think about how much money do you earn as a leader? How much money per hour do you earn as a leader? How much money do you earn per hour as a manager? How much money do you earn per hour as a leader, as a board of director, as an executive director, as an international director, as a national director? What's your time worth? How much money do you earn per hour as a leading, helping to grow your business? I know how much you earn by working in support. I know how much you earn by booking cruises. I know what those people make. But I want you to know, where should I spend my time? As a leader or as a manager? You have to do both to grow your business. I got that.
I have to do both. And what I can't do, I hire other people to do it. Because I know what my time is worth. I'd rather hire somebody that I can pay to do what I don't need to do, right? But I want you to go back as your homework tonight, and when you go home, I want you to think about how much money do I earn when I'm leading, when I'm growing, when I'm advanced ranking, when I go to senior marketing director to regional. What's that worth to me? When I go from national director to international director, what's that worth to me? That's by being a leader. Do you understand what I'm saying? Я понимаю, что многие из вас разделяют функции менеджера и лидера. Это нормально. Майкл это делает, многие лидеры это делают. Но Майкл сейчас хочет, чтобы вы записали, вы составили 2 колонки, и чтобы под каждой колонкой вы записали, сколько вы зарабатываете в час в качестве менеджера и сколько вы зарабатываете в качестве лидера. Обязательно под каждой колонкой должна стоять цифра, и вы увидите тогда, кем выгоднее быть. Майкл также является и лидером, и менеджером, и многие функции, как лидер, он вынужден делегировать. Поэтому для этого у него есть служба поддержки, для этого у него есть территориальные директора и другие сотрудники. Поэтому Майкл рекомендует вам, как лидерам, максимально избавиться от функций менеджера и заниматься лидерством. I'll give you an example. I'll give you a hint. Olga Ra, Yulia Chistova, Natalia Devila, they earn about $500 per hour. $500 per hour in their positions as a leader. That's a good fee for a lawyer, right? $500 per hour. Например, наши борд-директора Юлия Чистова, Ольга Ра и Наталья Шевелла, они каждый зарабатывают в качестве лидера, которыми они являются, зарабатывают $500 в час. Executive director earns about more? Yeah. Executive director earns maybe about $350 an hour. $350 an hour. Исполнительные директора зарабатывают около $350 в час в качестве лидеров. Yeah, fantastic. So the question becomes, am I doing $500 an hour work? Am I doing $350 an hour work? Am I doing $200 per hour work? Or am I doing $5 per hour work? What am I doing? Am I leading or am I managing? Am I doing $20 per hour? Am I doing $10 per hour? Am I doing $500 per hour? Am I doing $1,000 per hour? Теперь вы должны для себя определить, вы делаете работу лидера, за которую вы получаете $500 в час, $350 в час, $200 в час, или вы будете заниматься управлением, за которое вам будут платить 5, 10, $15. Вы должны для себя определиться. Лидер или менеджер? Кто хочет? It's a question I ask myself all the time. Is what I'm doing now what I want Olga Ra to be doing? Is what I'm doing now what I want Yulia Chistova to be doing? What Gulnaz is doing? What Diana is doing? What Yulia is doing? What Natalia is doing? What Angelica is doing? Is what I'm doing now what I want my leaders to be doing? Are they doing $20 per hour work? Or are they doing $500 per hour work? Are they leading? Are they growing? Or are they working in support? Это вопрос, который Майкл задает себе каждый день. То есть он хочет делать то, что он хочет от наших лидеров. От Ольги Ра, от Юлии Чистовой, от Дианы Борщенко, от Анжелики Балдановой. То есть он всегда задает себе вопрос. Я либо занимаюсь вопросами службы поддержки, либо я занимаюсь стратегическими вещами в качестве лидера. And so the last question becomes the obvious question. Well, Michael, how long does I continue to be as a leader? How long do I have to be a leader? Can I stop? Can I stop with INCRUISES?
Do I have to have this schedule? Do I have to maintain the no sleep club? Do I? Does it ever stop? И многие лидеры задаются вопросом, сколько это будет продолжаться, сколько мне нужно работать, смогу ли я когда-нибудь просто остановиться. Again, there's only 3 or 4 people in this room that could stop. Yuli could stop. Olga could stop. Natalia Shevla could stop. They make enough money. They earn enough money that they could stop. They make enough money, but for them it's more than that. It's in their heart. They want to contribute. They want to give back. They want to make a difference. And that's where I am. I'm trying to go ahead. Sorry. Да, и среди наших лидеров, например, есть наши борд-директора, которые могут остановиться. Они уже заработали достаточно денег, чтобы прекратить это делать, но они этого не сделают, потому что их миссия в том, чтобы нести людям добро. Yeah. So that's when you can stop. Stop when your income enables you to retire. Stop. You can stop. But until then, you have to continue to be the leader. And you know what's exciting? You know what I'm most grateful for? Olga Ra, Yulia Chistova, Natalia Shevela, they will be with us on the Dubai cruise. You know why? Because they're leaders, they're examples. They didn't have to earn their way. They make $1 million. They didn't have to earn their way to go, but they did. And for this, I'm forever grateful for your leadership and for your trust. И наши лидеры, наши борд-директора будут с нами в круизе глобального саммита, и за что их Майкл сердечно благодарит. Конечно, они зарабатывают достаточно денег, они могли себе приобрести этот круиз, но они решили показать своим примером, своей команде, как нужно правильно работать. Okay. When I'm asked how do I define success, for INCRUISES, I talk about the amount of money that we save people. That's what I talk about. If media asks me or my colleagues ask me, Michael, how do you define success in your business? I say 100% of our customers have saved money. 100% have saved money. In the last 6 years, we've saved people over $52 million US. $52 million. That for me is successful. 100% of our members have saved money. We saved them over $52 million. Многие коллеги задают вопрос Майклу, что такое успех? Успех определяется теми суммами, которые мы смогли сэкономить нашим членам клуба. Более 150 тысячам членов нашего клуба мы сэкономили более $50 миллионов. И the last thing is that the way that you earn money is you help people to go on vacation. You help people to save money. You don't earn money if people don't save money. They have to save money first. You understand this? The only way that you earn money, the only way you get to a board of director is you have to help other people. The only way you get to executive director is you have to help people to save money. It's the win-win. You earn money only when you help people to save money. They're not buying a product. They're not buying a product. You understand this? The only way that you earn money is when people save money. Единственный способ заработать деньги в этом бизнесе – это помочь людям сэкономить, помочь наибольшему количеству людей. Майкл часто говорит, что чтобы стать миллионером, нужно просто помочь миллиону человек. Okay. So everybody up. We'll wrap it up. Встаньте со своих мест. There's a party tonight. I think we're going to go to a party. We'll have a party tonight. But I'd like you to just turn to your partner, turn to your neighbor, and just say, we got this. We got this. We're together. We are together. The Miesta. We are together. You got this. We are together. Друзья, у нас уже через час начнется вечеринка, и на яхте мы отдохнем. Но сейчас Майкл хочет, чтобы вы повернулись друг к другу и сказали, у тебя все получится. Мы вместе. И у нас вместе все получится. У тебя все получится. У тебя все получится обязательно. У нас яркое, светлое, у тебя все получится. будущее.
У всех все получится. Раз. Давайте для общей фотографии встанем. Сейчас, секунду. Уберите, пожалуйста, телефоны, чтобы ваши лица были видны, все было красиво.